организовались мы с очень большим трудом, огромная парковка, и он нас запустил, такое места нет. Мы такие, ну, мы типа, надо понимать, что это все на пантомиме. Мы найдем. И поехали, и мы такими уже там чигирями прямо. И там они, видимо, каких-то устриц, каких-то ракушек выращивают. И там такие болота, и по ним прямо кишат крабики такие маленькие. Я такого не видел, хотел это поснимать. Думаю, мы там где-то припаркуемся. Мы дальше перепарковались с этих полей. Какие-то там что-то, они, какие-то промзоны, и там прямо кишит этими крабами. Прикольно. В общем, мы сейчас идем на паром, на котором мы должны поехать на остров, который очень популярен среди местных, среди молодежи, и там какой-то белый песок. В общем, посмотрим, должно быть интересно. Туда можно на водном такси добраться или билеты на паром. Вон эти крабики бегают, но они здесь какие-то вообще микроскопические, и не так много. А там мы прямо видели кишило прямо все. Так вот мы идем каждые 30 минут, каждые 30-60 минут летом ходят. Чат GPT нам сказал. Мы здесь ветер. А, точно! Короче, не, а может и нет. Посмотрим сейчас. Может и туда. По-моему, 10 минут плыть вообще-то. Было написано. Не, это не туда, это... Так, это, наверное, наш кораблик плывет. В принципе, людей не так уж и много, но прилично. Ха! Давненько мы не катались на всяких катерах, кораблях. Почему все стоят так локально? Они не знают, где будет посадка или что происходит. Так, не говорите, что мы плывем просто на тот берег. Это будет тупо. Хотя бы выглядит все так. За него где-то минуты полторы. Просто переплыли на тот берег. Но это, кстати, остров. Ты в курсе, Пися? Ты вот смеешься, а это остров. Просто я так смеялись, мы так щемились на этот остров. Проехали через пол Португалии, арендовали машину. Там чат GPT написал, там белоснежные пляжи, все дела. Мы приехали, парковочных мест нету. Мы такие, нет, пусти нас, все равно мы найдем мужчин, этих крабов этих разогнали. В общем, просто 1,5 минуты мы уже на другом берегу. И еще нам надо будет вот такие толпы стоять, потом обратно ждать. Ох, нифига себе очередь. Как обычно, живая музыка, и очередь фиг знает куда. А, спокойно, мы еще пока мы не тот пляж увидели. С той стороны там есть какой-то лягушатник. Как оказалось, не все так плохо. Здесь прямо какое-то развлекательное место. Тусня, тут будь здоров. Тут есть все, народу полно вообще. Жизнь кипит. Ага. Жизнь кипит здесь. Прикольно, интересно. И это все остров. Ага. Вот такая рыба. Можно заказать, наверное, прямо. Офигеть. Нормально. Организовали себе быт, организовали такой нехитрый. Накупленные новые подстилки. Вообще классно. Пляжи огромные.
людей не так уж и много, потому что пляжи огромные, и они рассосались по всему острову. Песок вообще мелкий, красивый, и главное, что в море никаких камней, море, в океане, друзья, друзья, хотел сказать, никаких камней, водорослей, смотрите, какая красота. Все, я побежал купаться. Кися, погнали. По-моему, есть хорошие. И солнце как раз с той стороны. Да. Все, пошел. Стояли очередь, оказывается, не туда, не на тот катер. Нас отправили в другую очередь, мы стояли еще одну. И каждые полчаса плавают. Прикольно. Вот так вот внутри. Внутри вот так выглядит. Офигеть, какой вместительный. Кажется, блин. Ну, то есть они каждый раз полчаса ходят, и кажется, что надо будет штуки 3 таких пропустить, чтобы попасть. Не, нифига, там километровая очередь влазит. Вся банда в один катер. Удивительно. Вместимость сумасшедшая. Не знаю, человек 300, наверное. Бегаемся сегодня в воскресенье, уже не помню. Потерял счет, сколько мы здесь дней. 4 дня. И сегодня план в западную сторону Альгарве, Португалии ехать. И по дороге сейчас мы заедем в Lidl, купим пирожков с рыбой с собой. Они в Lidl самые вообще вкусные и доступные по цене. Возьмем их с собой. Еще бы я хотел по дороге где-то найти турник брусьев, какую-то спортивную площадку, потому что пауза сумасшедшая получается. Без тренировки потренироваться где-то. В общем,
по большому счету у нас план такой полуспонтанный. То есть мы как бы смотрим направление и уже по ходу решаем, куда именно заехать. Правильно я говорю? Так, припарковали машину и идем гулять в городишко здесь какой-то сегодня. Сегодня у нас пасмурная погода. Надо понимать, что пасмурная погода здесь, это вот когда тебе вообще кайф. Просто вот солнце не жарит, хотя надо признать, оно здесь прямо и не жарило. Ну и не сейчас вот так тепло, хорошо. И не спрашивайте меня, что это за город. Мы просто тыкаем пальцем каждый день в карте и такие: все, поехали сюда, в этот город, потом в этот город, потом в этот город. Все просмотрим, потом на этот пляж. И вот так вот ездим, вообще не запоминаем названия ни пляжей, ни городов, потому что это слишком сложно для нас. Ну, это не сложно, они просто сразу выветриваются, особенно на португальском. Да, Кись? Я говорю, идем навстречу приключениям. Только надо выяснить, как город называется. Ну, это не город прямо, городишко. Вот в Альбуфера, вот Альбуфера. Мы там, у нас рядом отель. И сейчас мы в Карвоэро. Окей. Ну, то есть мы походим по городку и посмотрим, как здесь выход к океану какой. Все бедненькое. На балконах кактусы. Красота. Кстати, вот у них здесь все очень из пробки много всего они продают, предлагают. У них прямо из пробки этой в каждом городе все, просто все. Начиная от сумок, заканчивая чем? Машинами, велосипедами пробочными, ремнями пробочными. А вон ремни всякие. Это пробочные ремни. Карвоэро, кого? Сейчас надо опять освежить. Карвоэро. Ну как это можно запомнить, если ты не испанец? Чика, ла Чика. Знаешь, кто это? Девушка. Чико и Чика. Но это по-испански, это не точно. Такими ступенями. Да. Ага. Красивые виды. Это тебе не в нету сходить за углом. Они здесь очень плитку облюбят всякую. И есть у них плитки на любые мотивы, вкусы, цвета и расцветки. Вот тут какие-то знаменитости ихние плитки. Офигенно. Видишь, модница такая, с какой сумочкой. Вот такую надо. Ничего себе, Кися, это слишком модно. Так тебе нужны такие шортики тогда вот эти красненькие. А вот центральная улица, а вот и океанец. Прикольно. Ага. Вышли на пляж Карвоэро в городе. Вот тут такой вот центр прямо. Тут вот так вот все. Тут уже движ, тут уже люди в ресторанах. Тут чайчики, зонтики. Все как положено. Но мы пока что купаться как бы не собирались. Я с собой плавки не брал. Вон Карвоэро. Вот такая тура на вот эти Да, пещеры. и вот чем они, да, где какие. Вот нам такое надо. И погонять, и красоту посмотреть. А где это вот бухнуть, ну? Слушай, это ну нам давай надо в бухнуть. Альбуфере, мы сейчас далеко. Не факт, они же вот выставили. Ну да, но они Вот будут смотри, вот адрес, видишь? забирать. Вот ты можешь туда сейчас подойти и это, смотри, показываю тебе. И только что вот к этой конторе, которая занимается вот этими ausflugами на лодках, всякими экскурсиями там.
Такие шикарные прям фотографии, такие места, куда они плывут на этой лодке скоростной такой. Ну что сказать, в общем, не дешево. 40 евро с человека за 2 часа. Эта экскурсия длится 2 часа. Ну, я уже готов был подписаться, но только на завтра запись. Сегодня уже все, они уже распроданы на завтра. А так как у нас сегодня 3-й день, ман, хватит уже ржать-то. 3-й день аренды нашей машины. Нам завтра машину отдавать, и мы сюда приехали за сколько? Километров 50 от нашего отеля. В общем, нам сюда завтра не судьба попасть. Попробуем по месту такой ausflug буховать, заказать в Альбуфере завтра. Отдадим машину, да, Кися, и в Альбуфере попробуем такой заказать. Такую экскурсию. Погнали дальше. Вот так вид сверху. Сейчас мы еще поднимемся наверх. Ну, прикольный городишко. Вот вообще просто тыкнули пальцем в карту и поехали. И в каждом городе прикольно, красиво, интересно. Кися, ну что, идем мне наверх? Пойдем. Вот тут лестница есть. Вот такие у них, я не знаю, кто это, какие-то карабинеры. Гвардия какая-то, Република национальная. Гвардия националь Република. Потому что полицаи у них на синих машинах. Но это тоже какая-то такая полицейская гвардия. Не знаю, кто это. Что вот прикольно в Португалии, что здесь нету просто привычных пляжей. Ну, единственное, вот на острове вчера были привычные, такие длинные, открытые. А здесь пляжи все вот такие, как правило, бухты среди эрозированных таких скал. И это удивительно красиво. Смотрите, вид сверху. И все такие пляжи в Португалии. Это удивительно. Вот это вот тоже плитка. Тут какой-то ребенок нарисовал как-то рисование по плитке. Это классно. Они этой плиткой просто... Они просто спецы по этой плитке. Вот, смотрите. Детские какие-то рисунки, сделанные на плитке. То есть эта плитка уже такая. Поехал паровозик за 6 евро. Можно покататься вот на таком паровозике. Вот так душевно. Да. Всего 6 евро, друзья. Это прибрежная полоса изрыта такими вот туннелями, какими-то гротами, пещерами. Их тут просто бесчетное количество. Но тут уже закрыли, нельзя. Видимо, рушится потихоньку. Постоянно они летают с утра до вечера. Самолеты с рекламой. Вот такие вот, друзья, алоэ вера. Если у кого насморк, простуда, температура, пожалуйста, в Португалию приезжаем, нарежем себе, собираем урожайчик, лечимся. Пура, витамин С. Вуаля. Вот тут вот церковь. Церковь, памятник такой. То ли рыбаку, ну что он сидит. Ну это церковь, судя по кресту наверху. Тут такая вот смотровая площадка. Стой, стой, стой. Шел в церковь посмотреть, как у них все устроено. Ну уже выглядит закрыто там все. Ага, все белое. Сейчас пойдем дальше. Площадка вдоль всего побережья. Блин, надо понимать, что таких смотровых площадок, не знаю сколько, по всему побережью. Сотни, тысячи. В какой город мы не приезжаем, там все это есть. Это высота, обалдеть. Что слушал? Слышал. Испанская, английская. Русской речи нет вообще. Что здесь происходит? Ман.
Так, смотровая вышка где-то вообще заканчивается. Давай я тебя Вот здесь кратеры вулканические. Так, что пытается залезть. Угу. Конечная точка. Прошли мы всю эту многокилометровую смотровую площадку. Класс. Просто класс. Ля Ниньо Эспаньола. Эскуэла Амига Чика. А вон там вот тоже внизу везде люди ходят. Но в принципе смысл понятен. Мальчик вообще карабкается просто по стенам. Мы не будем туда спускаться, мы уже в принципе полазили. Такое у нас. Видишь, там вот все ходят по пещеркам этим, вот там походу экскурсии прямо. Окей. Мы едем просто по краю города. Там вот уже море, океан внизу. Прямо в гору. Посмотрите, где мы едем вообще. Вот это все океан. И это прямо край города. Навигатор ведет нас прямо по этому краю. Здесь просто люди ходят по дороге. Офигеть. Смотрите. Я зарекался больше не заезжать в эти центры городов, в эти, узкие улочки под наклоном сумасшедшего. Но когда тебя навигатор ведет, тебе больше не остается ничего. Посмотрите, там уже просто обрыв. Тебе не остается ничего. Класс. Так, больше жизнь показывает в другую сторону. Куда едете? Там обрыв. Смотрите. Камера не передает, конечно, пока ничего. Я не знаю, она вообще приключилась. Снимает она или нет. Растения всякие Nach красивые. 300 Metern geradeaus. Ого, смотри, какой современный город огромный. Да ладно. Блин, я бы хотел просто в большой город. Но, блин, без машины как-то. Вот сюда дойти можно. Там прямо город. Ух, тут крюк надо делать, сейчас узнаю. Links abbiegen, dann links Почему abbiegen. вот здесь под забором строим? Не хотел бы. Links abbiegen auf Rua Primheirode Mayo. Припарковались просто на улице. Возле дома какого-то. Здесь возле каждого дома вот такие вот цветы цветут. Ну, такая вот красота. Сейчас едим португальские пирожки. Вкуснятина неимоверно. Они все, как правило, с рыбой. Кайф. На той стороне прямо, ну понятно, что прибрежная зона это отели, а там дальше просто как будто дома высотные, в которых обычные люди живут. У меня появилась прям такая безумная идея в чате GPT узнать, сколько там стоит мита, ну, стоит арендовать обычную квартиру в какой-то девятиэтажке, вот прямо как обычные люди снимают, вот, и на пенсии так переехать. Если там, например, мита там в 5 раз дешевле, чем в Германии. Но это не будет так, потому что это океан и это Европа. Ну, прям, ну просто когда видишь эти вот блокхаузы, вот эти вот панельные дома, кажется, что там все просто даром. Ну, там даже на той стороне военные кораблики стоят у них. И вот мы не знаем, даже это один и тот же город, или с той стороны уже другой. Ну, тут у нас какая-то крепость, сейчас мы туда пойдем. Очень интересно. На той стороне прямо как будто бы обычные панельные дома многоэтажные. Вон туда аж идем. Видимо, здесь старая часть города, а там новая.
Первый раз вижу сохранившиеся держатели для факелов. Вот когда-то это были городские ворота, и тут факелы такие зажигались. Круто. Так, мы поднимались в гору, и замок оказался закрыт везде со всех сторон. И здесь походу вход на пляж, и зря мы сюда поднимались. Как попасть в замок, непонятно. Вообще непонятно, все закрыто. И тут пляж, и причем Ира это предупреждала, и сейчас она будет ликовать. Жалко. Все, Иришка уже почти капут, хотя мы только выехали из дома. Она уже устала, видно, и уже жарко в этом вязаном платье. Но еще держится, пока видно не подает, но я уже по всем признакам вижу, что недолго осталось нам путешествовать. Идем обратно центра этого городка Феракуя, или что-то вроде. Мы не нашли. Задали в поисковике в гугле центр, он нас повел, мы прошли 2 километра и все впустую. Там просто только вы пришли, и там такая же точно улица, и ничего нету, как нигде. Ведем обратно к машине, в общем 5 километров проходим в сумме впустую. Ну, в принципе, это наш первый такой самый холостой вообще поход. Обычно мы все до сегодняшнего дня находили. Ну, вот так вот. Инжирь вот так вот растет. Я тоже не видел. Прямо у дороги. Офигеть. Так. На этой стороне, на той стороне. Мы же никуда не уезжали на это. Да, мы ходили в центр. Посмотрим, у вас машина. Ничего себе пляж. Вот это да, вот это настоящая Атлантика. Вот так выглядит. Круто. У нас сегодня по плану прямо самая Атлантика. Мы проехали через всю Альгарве. На самое на западное побережье. Здесь мекка серфингистов. Здесь прямо открытый Атлантический океан. Тут волны фигачат, тут волны всегда. И там вот вообще сюрреалистические такие виды, все огромное. Огромные пляжи, там даже вода, вот, не знаю, эта камера, наверное, не передает, прямо такая дымка. Потому что это волны постоянно фигачат. Дымка такая стоит прямо, как будто где-то на Марсе. Я реально, я такого не видел еще. То есть это прямо такая моща тут. Я впечатлен, честно. Ни фотоаппарат, ни камера не передают это все. Обалдеть. Я так понимаю, здесь никто. Вода холодная. Ну, градусов 19, наверное, до 20, даже, наверное, градусов 20. Теплее, чем мы когда приехали. Вот как купаться, непонятно. И что там на дне. Это, эти волны, они очень сильные. И
Тут только надо с доской купаться, так особо острый далеко никто не заходит. Обалдеть, обалдеть. О, ух ты, ну нафиг, ничего себе. И тянет прямо куда-то сразу. Офигеть. Как там эти дети стоят? Я чуть не сбила с ног. И это я зашел просто по колено. Офигеть. Сейчас прямо обратно такая отливная волна. Эти ныряют в эти волны. Так, как-то надо окунуться. Вот это да. Это что за люди такие бесстрашные, эти серфингисты? Они как вообще это... Как они вообще это делают? Офигеть. Да ладно. Видимо, вот там подальше, там все серфингисты скучились. Видимо, там волны чуть побольше еще. Прямо они все там. Да, камон. Просто обалдеть. Ну, хорошо, что мы сюда заехали, и я посмотрел, что такое настоящий океан. Крейзи просто, ферюк. Позари, что делать. Я в шоке. Сбивает просто нафиг, блин. Я пытаюсь намочить голову. Не знаю, как это сделать. Офигеть. О! Да ладно. Это крейзи. Камера включена меня просто вынесла на берег. Так, надо голову намочить, пойти. От этого экшена отдохнуть немного на берегу. Даже не знаю, что здесь вот мочить, это будет все в песке голова. Надо как-то засунуть голову в воду между этими волнами. Придется ее так мочить. Я в шоке. Это, блин, вообще безумие. Все. Пошел на берег. Рассказывать Ире, что такое океан, потому что она не зайдет сюда. Как они, эти серфингисты, вот как он запрыгивает на эти волны. Вот он ложится. Угу. И поплыл. Ман. Ну как? Ты без телефона зайди. Оставь телефон, кому покупайся. Попробуй.
только. Чувак продает всякую такую снать. Написано Organic Vegas. И он там такой сидит прямо закутанный в балахоне. Это вот настоящий хиппи. Настоящий хиппи только можно среди серферов найти. Красавцы. Приезжаем к маяку самой западной точки континента. Как выглядит на карте, прямо он бликует, не знаю, будет видно, нет. Тут такие прямо с двух сторон огромные неприступные такие скалы прямо в океан уходят. Выглядит впечатляюще. Так, здесь легендарная закусочная, владелец которой немец. Мы смотрели про нее передачу по телевизору. Он здесь раньше был вообще один. И типа, подожди, она же называлась как-то «Последняя сосиска перед Америкой». Что-то как-то название у нее еще было. Не помню, какое дело у нее название. Это, наверное, все не то. А может быть и то, фиг его знает. Сейчас посмотрим. Какая-то эти вообще вон передвижные. Это походу не то. Ну, какая-то последняя закусочная. В общем, неважно. Мы на краю мира вообще. Вот это важно. Но просто даже когда ты у ChatGPT про это место спрашиваешь, он также выдает, что там и стоит легендарная последняя закусочная перед, я не знаю, последующая закусочная на суше. Что-то как-то, я не знаю, вот в общем 3 закусочных, и обе какие-то не выглядят на ту легендарную не тянут, не знаю. Сейчас посмотрим. Самая западная точка материка. Дальше только 5000 и Северная Америка, в частности Нью-Йорк через 5000 километров. Так, я сейчас попробую воспроизвести название. Это называется Кабо де Сео Виценте, мыс Святого Викентия. Самая юго-западная точка Европы. Европы все-таки. Закат у маяка, знаменитая сосиска на краю света. Вот как это называется. Сосиска на краю света. Бесплатная парковка. Блин, надо отдать должное. Здесь все парковки практически бесплатные. По крайней мере, все, которые у океана, все бесплатные.
Обалдеть. Я опять забыл, как она называется. Мам, последняя сосисочная. Начинается самая красота, друзья. Ничего абсолютно не огорожено. Становись вот так вот на краю, фотографируй, снимай. И вообще прыгай вниз. Шутка. Этого делать не надо, смотрите. Вообще ничего не огорожено, просто ходи, снимай, вот красиво. Сидит на краю, здесь века навсегда. Кстати, написано, последняя самая западная точка Европы. Тихо, тихо. Ветрено, капец. Там получается Америка уже. Честно говоря, утка на колесах, вообще ничего интересного, ничего примечательного. Смотрите, чайка как парит. Вообще абсолютно ничего не стоящего упоминания какого-либо об этой сосиске. О, Господи, здесь такие виды, какие сосиски вообще. Обалдеть. Обалдеть. Высотища. Так должно быть. Никакого забора гирлянды, никакой платы за стоянку. Вот так должно быть. Чтоб приехал и насладился. Они вот эти одни запреты, заборы, предписания. Вот так должно быть. Есть такая крепость с маяком. Все закрыто, к сожалению. Но внутрь не зайдешь, но там особо-то и смотреть-то нечего. Неприступная крепость с маяком. В том плане, что все закрыто. Сидят там парочка просто на самом-самом краю. Попробую их на кондю увеличить. И все, собственно говоря, ага. Посмотрели мы самую западную точку Европы. Ну да, прикольно, красиво, в смысле природы, вот этих всех утесов, океан, все это интересно. Вот эти будки вообще не стоят внимания, это чушь и бред. Вообще, люди приезжают уж пожрать. Все, едем в отель. Завтра нам сдавать машину. Сейчас заправим ее и завтра сдадим. Так? Тепленькая или холодненькая? О, она больше 20 градусов.
Здесь глубоко? А что это? Стоишь? Ты стоишь? Стоишь? Иди, вон там есть лестница. Все, так не надо. Аттракционы, смотри, это звездочка. Смотри. Это больше похоже на что-то другое. Это бомбочка. 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 Напомню мне, как мы называется. О, да тут еще массаж. Офигеть. Смотри, какой массаж еще можно делать. Смотри, показываю. Рыбка. Ныряй. А, освежающе? А скажи, солнце откуда? Варь готовят прям. Ага. Это, конечно, офигеть. Открытки. Здесь все из пробки есть. Но есть открытки из пробки. Прикиньте. Вообще тема. То есть она как бы тончайшая пробка на бумаге сверху. Но, тем не менее, чего тут только с пробки нету. И у него собачка сидит на плече. Красавчик. Опять уличные музыканты. Надо отдать должное, музыканты здесь всегда классные. Расскажи, с чем у тебя может? Что это? На Майорке. Майорка? Как на Майорке. Такие окна интересные. В общем, друзья, я нашел магазин здесь. Пластинок и компакт-дисков, более 20 тысяч наименований. И загорелся мыслью туда попасть, но до него 3 километра. И надо понимать, что это только пешком, туда-обратно это 6 километров. В общем, не знаю, я всячески подкармливаю Русю мороженую, чтобы она согласилась туда идти. Пока мы идем в этом направлении, ну, скоро магазины закончатся и так весело не будет. А я бы хотел там вот прямо, сейчас вот расскажу подробнее. В общем, есть такой стиль музыки, чисто португальский, называется фадо. Это такой меланхолический, грустный, тоскливый стиль музыки. И португальцы, прямо это у них национальная такая, национальная музыка фадо. Она во всех кабаках, везде, вот даже вот уличные музыканты, они все играют в этом стиле фадо. И я бы хотел вот пару компакт-дисков прикупить этого стиля. Вот такая есть классика Амалия Родригеш, «Голос вечности», о странной форме жизни, когда сердце живет вопреки разуму. Это Бог дал мне голос, чтобы я пела тоску. Песня о страданиях простого народа, одна из самых проникновенных. Есть современная фаду, новый звук, та же душа. Марица. Сильная песня, от которой плачут даже португальцы. Весна как символ любви, к которой они приходят. Ну и так далее. В общем, тоскливая, меланхоличная музыка, известная на весь мир. И именно вот португальская фишка я бы хотел прикупить. Это, в общем, даже откликается с моим вкусом. Пару компакт-дисков. Ну туда чапать 3 километра.
Вот так вот. И вот так вот. Кабаков здесь всяких просто. Пруд пруди на любой вкус. Красота такая. Угу. Мы идем. Я вам говорил Русе пойти зайти в этот магазин. Надеюсь, чат GPT нам дал правильный адрес. Идти туда 2,5 километра? Нет, меньше. Нет, 2700. 27 километров. В общем, нам осталось 35 минут идти. Вроде бы ерунда. И так как-то мы идем все время вверх. И обратно будем все время вместе. Короче, думали такси взять, не было смысла, потому что я жадный. И меня это будет расстраивать потом. Не, шучу. Просто нету смысла конкретно в этом моменте брать такси. В этом. Потому что как бы ты потом что-то покупаешь, и это становится у тебя автоматически втридорого, потому что ты еще за такси заплатил хрен знает сколько. Как бы теряется весь смысл. Короче, пойдем, дойдем, хорошо, нет, ну и заодно посмотрим настоящий город, тут не туристический, потому что там, где мы ходим по туристическим улицам, там куча людей, все зазывает везде, и все это играет, праздник. И Руси такое любит, а я не очень, потому что это все искусственно для туристов, чтобы тебя только развести и вытрусить с тебя бабки. Я такое не люблю, потому что я же личность, индивидуум. Ах да, не договорил, ну и поснимаем по дороге настоящий португальский город, как он выглядит. Настоящий, по-настоящему, не для туристов. Обычные улицы, как живут обычные люди и как же выглядят обычные улицы. Вот такие вот огромные, не знаю, что это, отель тоже, что ли. Скорее всего, да. Смотри, какие Гранд Паласы. Так, переходим. Тут везде зебры, надо осторожно. А мы уже едем на вот таком вот поезде. Мы подумали, 2 километра чапать пешком по такой жаре. Так себе вариантик, обсуждают 5,5. И мы такие взяли этот и сели на этот поезд. А он 7 евро с человека по 2 линиям. Садись, высаживайся, опять садись, целый день катайся. Красота. Друзья, это очередная подстава от чата GPT. Не верьте чату GPT, он 50% врет всегда. Хорошо, что мы узнали, что есть такие паровозики и сели на него. Иначе мы бы 3 километра и шли бы пешком, пришли, а здесь ничего нету. С этим местные автобусы ездят тоже, фиг пойми как. Но благодаря этой подставе чата GPT мы узнали, что есть паровозики. Мы и раньше об этом знали, что они есть. Мы просто забыли про них и не замечали. А так сейчас мы покатаемся. Короче, покатаемся, посмотрим город. В общем, приехали сюда, тут ничего нету. Я такой, алло, чат GPT. А он еще координаты скидывает. Я сейчас забиваю эти координаты. Еще 7 километров. Я такой, блин, а что не сходится адрес с координатами? Он такой, произошла путаница. Больше этого магазина нету. Это последние упоминания были в прошлом году, в позапрошлом. Сейчас он, смотри, в другом городе. В 50 километров, блядь, отсюда. Собакам. И вот так вчера мы тоже сейчас чатом GPT какой-то выискивали. Центр города, ходили пешком, и там в результате пришли, и там ничего нету. Ну благо мы сюда доехали, а не дошли пешком. Тут реально далеко. По такой жаре ходить 6 километров это очень много. Не верьте чату GPT. И непонятно, я даже не знаю, какой совет дать, как его все время перепроверять, эти данные, которые он дает, потому что он, как правило, 50% врет какую-то старую прошлогодичной давности информацию, выдает неактуальную. Караул. Подставу. Чат GPT поставил, мы
сели опять на остановку. Едем сейчас на остановку номер 6. В центр. Правда, решим идти на пляж. Ну, может, еще какую-то экскурсию там, не знаю. У меня эйфория после этой баночки пива закончилась. Наступила суровая действительность. Я опять питал чат GPT, где все-таки можно сидеть, компакт-диски купить. Он мне выдал новые координаты. В каком-то торговом центре. Когда-то был отдел компакт-дисков. Может там попытать счастье. Я уже даже Ире про это не заикаюсь, потому что ей явно изначально эта идея не нравилась. А сейчас и подавно. Поэтому, видимо, если мы случайно там не окажемся, целенаправленно идти туда ехать не будем. Вот, друзья, вот такая вот сводка. Катаемся по Альбуфейре. Тут у нас огромные кактусы. Можете лицезреть, пожалуйста. Это пальмы, кактусы, блин, с дерева двухэтажное, трехэтажное размер. Тоже, кстати, не каждый день увидишь. Информация касательно огромного музыкального магазина с более 20 тысяч наименований компакт-дисков и виниловых пластинок. Изначально мне показалось подозрительным. Откуда в этой сраной Альбуфейре такой музыкальный магазин? Но увидев этих байкеров, которые нужно потише, я сам себя не слышу, которые, казалось бы, тоже здесь нехрен ловить в этой Альгарве. Такие колоритные были эти байкеры. Я думаю, чем черт не шутит? Может, здесь и магазин такой есть. Какую-то жопу Альбуфейра взял. Да, хрен знает. Причем самое прикольное, что его там никогда и не было. Там не было такого пустого магазина запущенного, закрытого, чего-либо такого похожего на виниловый склад, музыкальный, ничего такого там не было. Все изначально до конца придуманная история чатом GPT. Поэтому еще раз повторюсь, не верьте этому чату. Друзья, мы едем прямо у океана сейчас. Вот так это все выглядит. Тут куда ни поедь, всегда будешь у океана тусить. Смотри. Цак. Цак, цак. Вот мы приехали. Опять к океану. Мы на место, где надо фотографироваться, друзья, правильно. Смотрите. Если бы это не компакт-диски, если не виниловые пластинки, мы сюда не добрались бы. Потому что если бы не чат GPT, мы бы здесь не оказались бы. Смотрите, как красота. Все, идем сейчас купаться. Кстати, нам вот аж на тот пляж надо, смотри, а тут дофига еще идти. Что скажешь? Альбуфейра. Говорят. Португалия. Штат, округ Альгарве. Атлантический океан. О, да ладно. Алло. А мы вот это ходим пешком. Прикольно. Вот это все для людей. Тут, кстати, все для людей здесь. Транспорт копейки, регулярный. Все есть. Туалеты все бесплатные. Что еще? Что еще? Это тема вот тут И парковки все бесплатные. Я не знаю, мы 3 дня катались на машине, мне не встретилось ни одной платной парковки. Где-то в городах они наверняка есть, но что, мы везде бесплатно? Мы просто не парковались, искали бесплатно. Ну, так они везде есть. А пойди найди, у океана бесплатно, я хочу. Пойди у нас у моря, найди бесплатную парковку. Никогда. Пропусти. Да не торопится. Нет. Такой прямо скала-то прямо на улице. Блин, надо понимать, что он же подвержен всем вот этим вот погодным влияниям. Дождь, ветер, вода, снег.
на улице техника работает. Офигеть. То есть здесь нету ни дождя, ничего. Ни снега типа. Да блин. Браво вот вообще властям этого города. Все для людей делают. Так, заказали мы вот такой вот тур завтра с человека по 40 евро, по всем бухтам, по всем делам нас покатают. 2,5 часа длится. Вроде 2,5. Ира наконец-то купила сумку. Юху! Неделю надо было. Она все сумки обсмотрела. Вот эти бродяги. В надежде, что у нас когда-нибудь тоже будет возможность. У нас будет лето. Вот эти бродяги, они сидят во всем городе, колонка стоит и играет оттуда какая-то жалобная музычка. И еще собачки у них сидят на плече. У того типа тоже собачка сидела. У нее аккордеон какой-то, баян в руках, и он абсолютно раздолбанный, там половина клавиш нету, и она имитирует, что это она играет. Это просто с колонки музыка, и офигеть. Это класс. Ну что, я не знаю, получится ли мне переключать эту португальскую девочку, но я попробую. Значит, не без труда нашли мы синюю линию поезда нашего туристического. Сели, потому что там отменили остановку. Кстати, вот здесь тоже написано, что тут про отмену остановки. Мы бегали и спали, конечно. Нам было по порту, да, сейчас? Вернуть синюю линию. Караул. Все нашли денег. Еще мы с автобусом не остановились. Разобраться, что опять попасть. Ребят, нет, уже нет никаких сил. Общественный транспорт. Это какая-то катастрофа. Поэтому мы взяли вот такого дядьку. Мы думали уже на такси поехать, но они не стоят. До отеля. Мы уже приехали в порт. Тут опять не можем найти автобусную остановку не могли найти. И тут ребята такие, а куда? Я такой, вот на отель. Да, поехали 10 евро. Я такой, конечно, поехали. Это же еще наш шпанс. Так это все выглядит. Thank you very much. Мы приехали, он нас прямо до этого довез, до входа в отель. Мы думали на этом поехать, на такси, а зачем? То есть мы можем на таком колоритном дядьке поехать, класс. Ира все просто море счастья. Хотя я тоже, мне очень понравилось. Все, мы в отеле, мы уже скоро ужин, красота. Угу. Вот когда покатаемся, придем сюда, я закажу себе вот такое. Hello, Olga. Esmali, danke. Вот такое я еще не пробовал прям. А ты будешь? Да. Что? Ларгады? Да. Это не факт, что он вкусный, но зато красивый. Да. Мы, в общем, в Марине, в порту. Здесь прям большущая инфраструктура. И никого практически нет, удивительно. Да, сейчас еще только 10 утра. В общем, мы отсюда будем стартовать наш ausflug по всем бухтам, гаваням на резиновой лодке моторной. И будет длиться это мероприятие 2,5 часа, то есть с 12 до 2:30. Автобус обратно у нас около 5. Как раз мы здесь вот сидим, пьем это зеленое пиво. Здесь вот все ловчонки, всякие вот экскурсии на любой вкус и лад.
Да. Как тебе такой Илон Маск? Не ожидал? Вот так вот. Покажи, что ты нашел. Камера включается через полчаса. И кофейные чашечки для чего? Для экспресса? Я вот просто думаю, тебе точно вот это нравится? Да. Да. Если брать, так две. Ну, мы... Чекинились на нашу лодку. Вот здесь мы отплываем. И это все нам еще полчаса ждать. Вот такая вот Марина. Я нашел тенек, потому что без тенька здесь пропадешь. Смотрите, на той стороне вон кран такой. Что они там лодку сейчас вон. Смотри, если лодку с той стороны видишь, отгружают или погружают, вон кран ее поднял, опускает. Прикольно. Он такой катамаранище, еще такой черный, офигеть, класс. А у них еще и лодки, смотри, эти байдарки сзади, вот эта тема. То есть они плывут, пересаживаются на них. Вот это мощно. Вот это экскурсия. Монструозный такой, конечно. Все, стоим в очереди, сейчас грузимся. Вроде уже пора, 12 часов. Без 5-12. И 2,5 часа мы должны кататься. Тут, короче, сейчас мы одеваем эти жилеты спасательные. И все вот так у них строго и серьезно. Такие брутальные эти типочки. Пойдем. Если кто делает стресс, то готово. So now we're gonna begin by ear, okay? Left side there. You are from which country, my friend? Germany. Germany. Which city in Germany? Oi. No English. No English, my God. Ну вот давай здесь или где? So, my friend. Ну что, мы поплыли с вечерком. Довольно-таки быстро я плывем.
Вот наши пещеры, наверное. Или? Не наши, нет. Хотя там пляж, да? Нет, там у нас было побольше. Это не наш, потому что там к нам заплывали прямо. Блин, а похож на наш. Ответственный пляж какой-то. This hotel, Villa Vita Resort Park and Spa, second best hotel in the world leading hotel, 12 restaurants, 8 bars and 40 pools. Bungalows are 500 euros a night until 8,000 euros villas a night. Rihanna, John Travolta, Penelope Cruz, Anastasia, Michelle Schumacher family. Every night we have some problems. When you worry, you make it down. And this year I'm going to begin I'm going to begin with Costa Rica. First Costa Rica, next year Brazil. Then after I'm going to make a route of 8 months. Colombia, Chile, Peru, and Uruguay. I'm going to make. Да ладно, посмотри, что здесь. Вот это пляж.
fossilized shells. Look here on the top one. We go up. Put that open. Aber es fossils hier oben. Guck mal, fossils. Смотри, кто там был. Смотри, что там? Ракушки, птицы. Die Hüllen zijn gemaakt bij die wielen in 73 miljoen jaren. Probeer maar in Duits, oké? Dat is het. La balena Moby Dick. Eine walvis, guck maar hier. The tail on the left, the face on the right, okay? The whale Moby Dick. Groene wijn, zu Flasche kannst du besser zien, okay? If you drink a lot of green wine, you see a little bit of everything here, okay? Drink a lot, you're in holidays, okay? I advise you to drink. I'm gonna show you, okay? Please don't pick up the tooth of the white shark, okay? It's a thing that I find them, okay? It's included on my tour. Don't pick it up on the next time you come here, okay? Look here. On the rooftop, you have a fossil of a white shark. Wait 2 seconds. It's there. You know, look, it's there. It's there. Look, a white shark fossil tooth. The down part. I'm gonna show you when we go back. Okay. First you, okay, and then the other one. The down part is this. The down part, and the up part is on the right. Look, a fossil of a white shark tooth. Прикольно. Mete só mais uma beca avante outra vez. Aqui assim. Look, the down part. This is the down part and the up part. This is the up part and the down part of a white shark. I have a nice souvenir of a shark, okay? Look in Africa. Bull shark. Making surf, okay? One of my lives. I was bitten. De mi ex mujer que reza para que no vuelva del mar. Ah, increíble, increíble. Oh my God. También un buen sitio para la sogra. Campando aquí. The Fountain Beach, de Fonteinenstraat. Esmeralda.
снимай. Ой, снимай. Shine bright like a diamond. Красота. Shine like a diamond. I love it. My friends, look to my hand. You see light there down? Good light. Офигеть. Si tienes una luz. You have a tunnel, you pass under, and on the other side, it's a secret swimming pool with a sand on the side. Okay? Secret spot under, okay? 10 seconds swimming down, okay? En een secret strand daar in de andere kant. For the couples, attention. You go in 2 and you go out 3, okay? Look now to my hand, emoji face, the mouth and the 2 eyes, emoji. Это cool. Офигеть. Вот это, конечно, было впечатлительно. Впечатляюще. Офигеть. This will go crazy. We need an emergency. Mano Chao, Mano Negro. Es la música de Mano Chao. Muy bueno, muy bueno. Mano Chao, mi banda favorita del mundo. Son los pioneros a la paz del mundo. La gruta, la cueva de pichones, the Tauber Cave, okay? Burj Khalifa of pigeons, okay? Don't open your mouth. Palomas que se abren salgaditas solamente en la plancha, ¿sabes? Pollo piripiri. Todo sitio aquí es así, ¿ok? Es todo natural, nada artificial. А что это за свет такой? Die Tauben schön gesalbt, nur grillen, okay? Hühnchen, piripiri. Oh my God. Naked and Afraid, my friend. My favorite program. Смотри, сука, там эти тауны. Офигеть. My friends, look to my hand. Look to my hand, my friends. Donald Trump face. On the point of that rock. Special haircut. And they have the bullet on the right side of the ear, okay? Das ist die Gesicht of Donald Trump. La cara de perfil de Donald Trump con los cabellos amarillos, ¿está bien? The best version, don't speak, okay? Especially das ist the best version. It's a fake one, okay? Not original one. A nice big picture. Oh, what's that speaker you, brother? My friend, a nice picture. You ask to somebody to stay with your mobile in the other side rock. You come on the top of the arch and you do this. So you come on the top and you stay looking to the other side. This guy is making my hobby, spearfishing. Okay, look. I do this, okay? Casa submarina. This is my hobby, okay? Spider crabs, octopus, cuttlefish. Look, the guy is making my hobby. This is my hobby. The only way I shut up is doing this. I already try yoga, Reiki, meditation, Buddha temples. I'm hyperactive, okay? Too much energy. This is the way I can shut up if I talk, okay? Look, he's looking if he finds spider crabs. I love to do this. I can stay 6 hours doing that. What do you say about this? The tunnel goes to the special beach, okay, where is the natural swimming pool and the tiki bar in the other side. Das ist eine Tunnel von einem speziellen Strand in der anderen Kant mit einer Tiki Bar und einem Schwimmbad, Swimming, mit heißem Wasser. Okay? Die fluten ab, ja, das ist 2 Meter Verschill. Flut, 6 hours. Vasco da Gama, they're huge captains. They anchor the Portuguese caravelas on this bay. This is one of my protected boys, okay, in Algarve. My friends, they stay sleeping, the main captains, not the sleepers, okay, not the sailors. The main captains, they put them there inside on a black hole you're gonna see there on the front. They sleep after they discovering the world, okay? 300 years after, who do that?
Flying Dutchman, my friends. I'm the only one stay camping here inside because it's not allowed. My friends, now sit, please. Now sit. 2 seconds after you can stand up. Just Cristiano can see, okay? Terremoto 9.3. Mayor que este, solamente de Chile 9.3. Muchos años atrás, que vosotros tenéis los mayores terremotos del mundo, Chile. 9.3. Este de Portugal, 9.2. And now you say, wow, you can stand up. Que te puedes meter arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía chegou. Como é que é, turma do Abelha? Tranquilo? Impresionante, ¿eh? I stay camping there, que fico acampando ali no buraco negro que está ali. I stay camping on that black hole. It's man-made, 300 years ago, done by the Discovery Portuguese people. They make that hole 4 meters deep, okay? And they put the main captain of the caravels from all the time of 300 jaar. Can I have your mobile, please, to make example? One of your best mobiles, give it to me. Somebody want to give me a mobile? My friends, do like me. 05, when we pass the shade on the water, you put in 05 zoom, photo, 05, and you're gonna take a picture to outside like this. Now with the shade, okay? Vai devagarinho. Now with the shade, look. Take a picture. Ah, ya pasó. Que no lo consigas, tenés más, no te preocupes que tenemos 4 o 5 alive, todas a volta. Look this crack. Look that stone there on the right side. Hallelujah, we stay alive, okay? Hallelujah. Leonard Cohen. All the way up. Gana justo, pá. Oh, parece um menino a fazer de marinheiro. Dá-lhe, olha, aprova para ali. Give me your mobile again. My friend, look my example. Aprova para a esquerda. Nunca precisa de ir até lá ao fundo. Look here. Make this. 05, do this. Look, when you see the sky, you take a picture. Normalmente não precisa ir até aqui à frente, basta ficar aqui para fazer o escuro, tá? Special edition, my friend. Huh? You are not the same family? Yeah. After you send my WhatsApp, okay? Okay, Marinha Beach, la 20 mejor playa del mundo por los patrimonios de la UNESCO. The quality of the water, the contrast of the colors of the rocks, and a famous hiking. One of the most famous hiking is the mount open to the right, Kong. Горилла, точно, смотри. Que no lo vemos que yo, que vemos muchas cosas muy locas, muy locas que lo vemos, ¿está bien? ¿Consegues ir por aquí? Temos fazer tempo, vais por aqui, não por ali, não, por aqui. Não, tínhamos tempo, agora
My friends, I asked Cristiano, okay, to bring you to make the picture of the postcard of Algarve. Look to your left side. This is the postcard of Algarve, la carta postal de Algarve. The postcard van Algarve. 05 zoom. You can imagine the biggest M of McDonald's. Horta! O que é que diz, Horta? So M the McDonald's outdoor M, okay? Yeah. Dun, 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 dun. I'm loving it. Kabuta M taka Look the quality of the water. That I was saying to you, okay? My favorite place to make spearfishing. Harpoon diving. Dat is mijn favoriete strand, okay? Marinha Beach. Olha, lixo outro. Iltaki, it's too windy, okay? Because when it's flat like there, it's a skeleton of a Portuguese caravela under the water, okay? Not more than 4 meters deep, under there, somewhere there. My friends, look to my end. Crocodile, alligator, crocodile. Crocodile cave, that's the reason, okay? Bora, pedala! Tá bom, Dick, tá bom. Tá vindo para cá. My friends, crocodile, alligator, Chicago Bulls emblem for Michael Jordan. Look here, Chicago Bulls. La cabeza completa de un tono de Michael Jordan. Mira, V, shaping V. Chicago Bulls emblem for Michael Jordan. And look to my end. George Washington face, the first president of America. Big nose, cheeks, on the 4 faces of Mount Rushmore in America, okay? Don't drink it. Oración, a heart. Look here, a heart shape. Oración. And now look, the best example of a fossil in Algarve. Una estrella del mar fossil, an Zeester fossil. 20 million years old, okay? 20 milioni di anni. A starfish fossil. The geologists studied the best example of a fossil in Algarve. So, 63 million years ago, the ocean was there on the top. This line of the ocean, 20 million years, okay? The ocean during 63 million years dries down again, and they go out here when it's possible. When it's possible, okay? Look here, it's a connection, okay? Yeah. Interligation of caves. Ay, Marcin, I love my voice. Los trillos de 7 vales suspensos die laufen 3 kilometer in de 7 vallei. Van Marinha bis Benagil, 3 kilometer, die beste van die beste hiking, okay? So, de los caminos de Marinha, los Andes, los Andes. I'm gonna do that. The next year I'm gonna do that. Que se lo sobrevivo hasta el final de mi vida. La Cueva de Benagil, the most beautiful cave in Europa and the 10 in the world. From the world 10, you just have 2 in Europa. Algarve de Benagil in Portugal and the Blue Cave in Amalfi coastline in Italy, La Grotta Azul. The other ones are Costa Rica, Brazil, Colombia, Mexico, Tunisia, Laos, Cambodia and Vietnam. Okay, the most beautiful in the world is in Vietnam, Phang Lao.
Bang Lao in Vietnam. A river in the jungle with several caves and a fog without crocodiles and eagles. Okay? I already did that, something incredible. Really nice. I advise you to go to Vietnam. Make the trail. Laos, Cambodia, Vietnam. Incredible, my friends, okay? Oh, living corridor. The people that come inside your house gonna say, wow, where you are. Nice idea, okay? Kannst du eine Bild? I take care of 2,500 people every day in Benazil Cave and in Benazil Beach. And I make the tours of the crazy turtles, the yellow and blue ones. Okay? It was, but I don't regret, okay? It was number 1. I go out, now it's number 4 ranking. Guess who's number 1? Eine Schädekröte da oben. In das Höhlen haben sie eine Schädekröte, okay? Wo denn da? Daar oben, hierin, daar oben. We call them the Turtle Cave. La carapaza de una tartuga, ¿está bien? Por eso que los llamamos los tarugas. La compañía de lado de Benazil son los tarugas. Go. My friends, look, a turtle shell. La carapaza de una tartaruga. Look, a turtle shell. Mira. Das Can you ist see that? Schildkröte. A gente todo lado, Чили. todo o gajo vem contra a gente. Это было круто. Очень круто. Португалия вообще круто. The first thing that I don't like to say is to the children, I was already giving my excuse, okay, why we didn't see dolphins, okay? I don't like to be the bad face. I always a positive guy. I hope you still enjoy it. You see that I try my best, my friends. The companies in front of us, Bad Explorer, all of us, we are coming back because no dolphins, okay? Keine Dolphine. But it's not my fault, okay, my friends? It's the nature. Sometimes give, sometimes doesn't give. After I go to my holidays in the winter time and I go back to Africa, okay? Thank you very Congo, much. Dankeschön für alles, okay? Nie vergessen, eine Foto. На вооружение это слово, потому что это слово обозначает все. Смотри, машина. Ага, вот это вот. Ага. Сейчас найдем зеленое пиво, прибомбимся и будем сидеть. Я вообще не знаю, что это. Это такой же самый магазин. Такой же самый. Все, последнее наше гуляние по улочкам Португалии. Завтра утром уезжаем домой. Грустно, но уже достаточно. Мы натусили здесь прямо от души. Вот это симпатичная. Такая вот типичная лавка с сувенирами португальскими. Все в таком плиточно-лубочном изготовлении формате. Няшном таком. Ну, прикольно. Девочки
Португальский, да. Ну, пойдем сюда. Так, Кися, у нас последняя видеосъемка. Больше, наверное, я не буду снимать. Ну, может быть, с ужином. Это будет последний наш ужин, хотя там снимать сюда нечего. Прощайся с Португалией. Пока, Португалия. Было прикольно, очень красиво, аутентично. Поели мы рыбки, поплавали на лодке. В океане, всякие гроты, пещеры, что только мы не видели. Где-то пляжи мы не посетили, вот и наша улица. И это просто сногсшибательно. Это был один из лучших наших отпусков. Кися, что скажешь? Было очень здорово, волшебно. Отпуск был незабываемый.